Наша позиция остается неизменной. Эта позиция носит принципиальный характер, опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, чьи правительства, естественно, представляют интересы всего населения. И Венесуэла являлась именно таким государством, поэтому наши принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, они остаются в силе. Их разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства, стран глобального юга, глобального востока. Только западноевропейцы и другие союзники Вашингтона так стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок, хотя всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права. И в целом это говорит о... И другие действия, которые мы наблюдаем на международной арене, свидетельствуют о даже не попытке, а о линии наших американских коллег на разлом всей той системы, которая создавалась долгие годы при их непосредственном участии, не только имея в виду структуры Организации Объединенных Наций, но и принципы модели глобализации, которую именно Соединенные Штаты внедряли, апеллируя к таким лозунгам, как свобода рыночных сил, честная конкуренция, неприкосновенность собственности и многое-многое другое, что теперь уже, как говорится, пошло, по сути дела, коту под хвост. И вместо глобализации мы наблюдаем фрагментацию мирового хозяйства. Но с Венесуэлой нас связывает долгая история добрых стратегических отношений. Мы привержены тем договоренностям, которые были достигнуты. И, конечно, с большим интересом, озабоченностью и симпатией наблюдаем за тем, как венесуэльское руководство отстаивает свои права, свою независимость, при этом проявляя гибкость и выражая готовность к диалогу с Соединенными Штатами. Об этом уполномоченный президент Делси Родригес неоднократно высказывалась. При понимании, конечно, что такой диалог будет иметь форму и содержание, опирающиеся на принципы равноправия, взаимного уважения и отказа от односторонних методов диктата либо в политике, либо тем более методов силового воздействия. Я не могу прогнозировать, как все произойдет далее, но на данном этапе мы видим, что венесуэльское руководство отстаивает свои национальные приоритеты и отстаивает свой национальный суверенитет и необходимость участия в международных отношениях именно в качестве равноправного, суверенного, независимого государства. Я очень надеюсь, что все, кто заинтересован в отношениях с Венесуэлой, включая Соединенные Штаты, будут отвечать взаимностью и будут тоже уважать эти принципы, которые, по-моему, должны иметь универсальный характер.